Погнали. Добрый день. Алена, поздравляю. Она стеснительна, а я не очень. А вообще на самом деле все наоборот. Я очень такой скромный парень, а она более живая. Только ей надо время чуть разговориться. Да. Прихожу в себя. Приходит, да. Она сейчас будет просить слово, потому что я, как правило, не даю ей говорить. Мы не так много выступаем. Не слышно? Кричать надо. А так слышно? Ребят, мы приехали из Киева, это Украина. Есть такая замечательная страна. Вот, ну, что хотелось бы сказать. В принципе, слава Богу, что мы в коралловом клубе. На этом можно заканчивать наше выступление. Вот. Это действительно от души, потому что есть чем сравнить. Знаете, я с 91-го года занимаюсь предпринимательской деятельностью. Ну, так получилось, что семья простые рабочие. Мне хотелось жить, когда, знаете, когда вот за маму на юбку дергаешь, мам, хочу мороженое, а там не хватает на мороженое. И вот эта ситуация как-то мне запомнилась с самого детства. Я так решил, что я никогда так жить не буду. Но во всяком случае, не только я, там, после меня так, мои дети так жить не будут. Вот я представлял. Ну и плюс так сложилось, я очень рано женился, еще когда учился в техникуме, 18 лет. У меня родился первый ребенок, пришел с армии, 21, родился второй ребенок. И мне нужно было думать, как кормить семью. А мне хотелось пожить, если честно, хотелось пожить. Я был отличником всю жизнь. Не слышно, ребят? Но я близко к рту держу микрофон, так близко никогда он не... А? Громче? Я говорю громко, хорошо, спасибо. Вот, и мне нужно было думать, как кормить семью, и пришлось идти не высшее образование получать, а пойти на завод. Я просто всю жизнь был отличником, 8 классов окончил с грамотой, техникум с красным дипломом. И прямая дорога была в институт, так хотели мои родители, но в принципе хотелось жить. Зарплата инженера была копеечная, мне джинсы предложили за 100 рублей в 90-м году, а зарплата инженера была 125. Ну, смысла не было никакого работать. И я пошел на завод простым рабочим, работал по 1,5 смены, зарабатывал приличные деньги. И через год я принял решение уходить с завода, потому что то, что я делал, мне никак не нравилось, потому что ну, я вообще-то человек ленивый. Надо было утром рано вставать, проходная система, ну, нельзя было опоздать и так далее. Мои родители были просто в шоке, когда я написал заявление об уходе. Вот, и с 91-го года я занимаюсь предпринимательской деятельностью. То есть я сказал себе, что я никогда в жизни больше не буду работать на дядю, буду работать на себя. Но я думал, что если работать на себя, то вот сказка в моей жизни так и произойдет. И знаете, через какое-то время я осуществил ту цель, о которой в принципе мечтал. Я считал, что если я начну зарабатывать деньги, то моя жизнь будет сказкой. Вы знаете, деньги не стали инструментом счастья в моей жизни. Я не стал счастливым человеком. Развалилась первая семья. Почему? Потому что, ну, я стал, ну, как рабом, что ли, денег. То есть я работал, я свое время продавал за деньги. Вот так, может, по Киосаки, может быть, будет интереснее. И вот все то, что у меня было, оно отнимало все время моей жизни. И мне не очень нравилось то, что происходило с моей жизнью. И опомнился я где-то только к 35 годам, когда уже работал, когда был хозяином ресторана. Я понял, что я зря просиживаю штаны, протираю дырки. Вот. Обычная пьяная такая веселая жизнь. Ничего, так скажем, особенного. К этому привыкаешь, и оно не приносит какого-то удовлетворения. И я понял, что нужно в этой жизни что-то менять. Потому что если ты в 35 лет опускаешь руки, то ну, вряд ли что-то в твоей жизни интересного произойдет. И я принял решение что-то искать. Вот. И через какое-то время меня пригласили на домашний кружок, меня пригласили в сетевой бизнес. Ну и, как правило, он начался как для многих с кружочков, да, рисуют кружочки. Кому кружочки вообще рисовали, когда приглашали?
Вот, тут много людей. Вот, то есть все продают деньги. Вот я пришел не на кружочки, в принципе, а пришел на продукт. То есть я тогда какие-то деньги уже зарабатывал, и я пришел на продукт. Но когда я купил в голове идею сетевого бизнеса, когда меня это очень сильно впечатлило, то я с головой окунулся в эту, скажем, деятельность, и меня не поддержал никто. Мои друзья все сказали, что я ненормальный. То, чем я решил заниматься, это, в принципе, лохотрон. Ну, я думаю, многим из вас это говорили. Вот. Но я уже никого не слышал. У меня есть такая черта, если я что-то решил для себя, принял решение, то я иду до конца. Первых 3 года ничего не получалось. Это не коралловый клуб был. Это была другая компания. Вот. Я работал над собой, я много читал, я ездил на какие-то семинары, тренинги, но не происходило то, чего я ожидал. Реально не происходило. В моей жизни потом был еще опыт финансовой схемы. То есть жадность к деньгам, наверное, я так представляю, привела меня в финансовую пирамиду, и цена урока была $2500 за вход. Может, кто-то из вас это ощущал на себе, я не знаю. Но просто маленькая такая прививочка. Ребят, не ведитесь на быстрые легкие деньги. Это все неправда. На самом деле это все обман. Это вы кому-то хотите помочь осуществить свою мечту за счет ваших, скажем, непониманий жизненных каких-то. Вот я и этот путь прошел. И вы знаете, мне очень сильно повезло. В моей жизни был очень такой волшебный звонок. По моему объявлению, как большинство сетевиков-неудачников, я давал объявление. То есть я думал, что по объявлению можно построить серьезный бизнес. Ну, если никто тебе не верит, то нужно где-то искать людей на стороне. Вот. И по моему объявлению позвонил человек, который сидит в этом зале. Это мой наставник, это человек, который реально поменял всю жизнь мою кардинально. Это Анатолий Евсегнеев. Да. Да. Поприветствуйте погромче, потому что этот человек заслуживает аплодисментов. Спасибо большое. Вот простые слова, ничего сложного не говорил. Он предложил, просто позвонил по объявлению и предложил встретиться. Да, и этот звонок был второй. Вот. И вот эта вот встреча, я не буду пересказывать, что я там говорил, почему я не хотел встречаться, не понимал зачем. Но ключевая фраза, он сказал: ты знаешь, жизнь так устроена, что пообщавшись завтра с тобой, познакомившись, не будем говорить ни о компаниях, ни о продуктах, ни о маркетинге, мы можем быть чем-то друг другу полезны. Ты знаешь, что я, может быть, завтра со своей огромной командой приду в твой бизнес, а может быть и наоборот. Знаете, он приехал в мой город. Приехал из города Харькова, и я был уверен, что я хозяин в этом городе, что у меня 2 сетевых компании, как я считал, за плечами, у меня опыт 3-летний. Я был уверен, что реально у меня появится в команде человек, который за меня сделает весь мой бизнес. Вот. Но, знаете, произошло все иначе. Я хочу передать слово своей жене, потому что если еще я 1 минуту не дам ей высказаться, то она просто нахальным образом отберет у меня слово. Лучше пускай скажет Алена, она более эмоциональная, и она сможет донести то, что произошло потом. Я могу сказать секрет первой компании, это была компания Amway. И вы знаете, мне было очень позорно, когда мы сидим в ресторане, я сижу в кругу своих девчонок, мы сидим, такие мартини попиваем, и тут раз так приходит Сережа с торбами такой, знаете, с компанией Amway, и с чемоданом. Они: боже, чем он занимается? И так смотрю, вижу, что написано Amway, я, говорю, не знаю, он, наверное, какую-то продукцию в бар несет. И мне было просто стыдно признаться, что он занимается сетевым маркетингом. Вот позорно. Я вся такая преуспевающий бухгалтер, у меня совершенно все по-другому, я целыми днями занята, некогда сходить куда-то, некогда провести время со своими близкими, поэтому думаю, боже, чем я тут занимаюсь? Думаю, знаете, когда приехал Анатолий Евсегнеев, он у нас жил какое-то время, когда у Сережи развивался бизнес, и я всегда думала, они всегда очень тихо и спокойно, я не понимала, что они там устают, они приходили и ложились спать. Я всегда думала, боже, ну неужели этот бизнес для таких активных людей? Они даже не разговаривали. И я всегда себе представляла, что это бизнес только для очень-очень спокойных людей. Я себе представляла, что это бизнес, когда надо впихнуть невпихуемое, вот честно. И когда уже смотрела, что какие-то происходят движения, пригласили
в Малайзию Сережу. Мне, знаете, ну, как-то, вот, блин, обидно стало. Я такая зирка, и меня никуда не везут. И я понимала, что что-то происходит у них по-другому. И мне очень в жизни повезло. К нам в гости приехала Наталья Бандурина. Человек, который меня просто разбудил. Я, знаете, мне показалось, что сейчас приедет она и будет мне рассказывать, какой офигенный коралловый клуб, какие там вообще движения. Она слова не сказала. Слово мне не рассказывала, что происходит там. Просто я видела человека, в которого я на самом деле влюбилась. Я увидела ту девушку, на которую я безумно хотела быть похожа. А это человек, который умеет переодеваться в любое общество, в любые тапочки. И мне стало это очень приятно. Что касается моей семьи, то у меня не очень, скажем так, хорошая семья. Отец, его практически не помню. Но у меня была мама, которая олицетворяла человека, который может сделать все. Вот есть люди здесь, которые, когда ехали в самолет, они не смогли провести воду. Есть у которых отбирали воду, забирали, просили выпить. Так вот, моя мама сюда провезла банку украинского борща. То есть я понимала, что можно сделать абсолютно все. И она мне это показала с самого детства. У нее цель, и она не видит препятствий. И так было по жизни. И попав в коралловый клуб, я понимала, что здесь такие люди. Я когда начала ездить на события, я увидела здесь таких людей, которые меня впечатлили. Я приезжала, все говорят, надо ездить на мероприятия, здесь так суперово, вы там увидите, услышите. А я приезжала, у меня был реальный стресс. Я неделю лежала и думала, блин, ну как они такие клевые здесь, с такими амбициями, эмоциями и состоялись. Чем я хуже, чем все, которые выступают здесь на сцене? Меня эта мысль, она тревожила. Когда я увидела, как умеет дружить первая линия Алексея Луконина, как они дружат. У меня вот «Золотые для золотых» — это третье мероприятие. Первое мероприятие я приехала с маленьким ребенком и смотрела, как на пляже, как они умеют дружить, как они улыбаются и цветут. Я увидела этих Моисеенков. Большое вам спасибо. Я увидела, как люди умеют общаться, как они ценят друг друга за каждое слово, фразу, за движение. Я поняла, что я этого хочу всеми фибрами своей души. Это стоит того. И я понимала, что надо расти и развиваться. Я говорила, Сережа, вы знаете, как у меня сейчас? Вот? Я говорю, Сережа, я хочу туда. Я ехала в Черногорию, я считала дни, часы, время, когда я попаду сюда, в это окружение. Раньше, когда, вы знаете, мы попали на мероприятие, все обнимались и целовались. Я так стояла, думаю, это да, секта. Все сектанцы целуются и обнимаются. И мне было неудобно, мне это не нравилось. Но потом со временем я начала видеть людей, которые приезжали раньше в таком же статусе, как и мы. И потом, когда мы уезжали, их уже награждали мастерами, серебряными мастерами, золотыми мастерами. И когда я видела, что выходили ребята, которые не разговаривали, а потом они раз и вырастали, уже такие звезды, и думаю, чем я хуже? И меня очень сильно впечатлило, знаете, по одной простой причине. Вот говорят, что в коралловом клубе нужны результаты. У нас в семье ошеломляющие результаты. Мы с Сережей уже знакомы практически 16 лет. И у нас не было детей. То есть раньше этот вопрос не поднимался, то есть дети вот-нибудь потом. И когда мы уже решили, что надо расширять свою семью, у нас этого не получалось. И для меня коралловый клуб — это огромный результат. Я родила сына. Я очень хотела, чтобы он видел, как поступают его родители, но этого нет. Что касается финансовой стороны, через 3 месяца с Анатолием Евстигнеевым и Сережей у них уже был чек $1111 через 3 месяца. Ребята, это не единственный результат у моего наставника. Он это делал уже неоднократно с новыми людьми. То есть это не случайность. Если кто-то думает, что это может быть как-то случайно произошло, то это не случайно. Я вам просто рекомендую подойти к Анатолию, кто не был на форуме в Москве, просто узнать, как он это делает. Честно. Алена, говори. У тебя это лучше получается. Спасибо, Сережа. И вы знаете, когда проходит какой-то этап, здесь я очень признательна своим наставникам. Это Наталья Анатольевна Евстигнеева и Алексей Луконин. У нас были мероприятия «Клуб 700». И почему-то Наталья, она решила, что должна вести есть у нас еще Алексей Гладыш, очень такой активный, амбициозный человек, мероприятие. Вы знаете, когда вот выходишь на сцену, в таких украинских костюмах, выходим, включается микрофон, у меня выключается звук. И мы стоим, и я все время на Алексея думаю, лишь бы он уже закончил.
закончила, лишь бы он что-то сказал. И все, у меня выключается звук. Потом идет второе мероприятие, тоже клуб 700. И они говорят: Алена, вы опять с Алексеем будете ведущими. Я, блин, опять мы выходим, я с микрофоном, включаю микрофон, выключается звук. И вы знаете, наставники, они стоят выше и видят дальше. Они верят в вас. И сейчас, когда уже у нас был Nest, я вышла на сцену с уверенностью. Я знаю, что сказать. Мне настолько, я поняла, что я расту. И я расту с этими людьми. Я кайфую. Вот, в принципе, так пришла в бизнес Алена, но это произошло не сразу, ребят. Я уже 7 лет занимаюсь сетевым бизнесом. А Алена только приняла решение, наверное, года 2, может меньше назад. И дело в том, что принятие решения вообще-то было очень сложно. Когда я первый раз принес упаковку продукта, то есть коралл в дом, я говорю: Алена, ты знаешь, в принципе, нужно пить воду. Она говорит: знаешь, Сережа, ну вот ты моложавый пердунец, это ее такие слова, может кто-то понимает, не понимает такие фразы. Вот, я просто на 12 лет старше, говорю: может тебе и нужно пить воду. Ты знаешь, я люблю чай и горячие бутерброды. Я молодая, красивая там, но несмотря на какие-то пятна на лице, она об этом почему-то не говорит. Но в принципе у меня все хорошо. Если ты хочешь, пей воду. И знаете, личный пример. Вот вы хотите поменять мир, начните с себя. Просто личный пример. В коралловом клубе и вообще в сетевом бизнесе преуспевают больше женщины. Ну так почему-то получается. У меня получилось наоборот. Ребята, я знаю, что здесь есть люди, у которых жены, возможно, ничего не слышат и не хотят слышать. Ребята, это возможно. Вы просто тихонечко начните и делайте свое дело. Медленно, уверенно, четко делайте то, что вы уже задумали. Ваша половинка любимая, она обязательно подтянется. Только не надо никого грузить. Ну, у меня немножко соленка получилась, мне пришлось ее пригласить. Я не работаю таким методом. Я ее пригласил через месяц на темнопольный микроскоп не на диагностику, а на то, чтобы показать. Я был уже уверен, что продукт работает. Я ей хотел показать, как работает продукт. Я думаю, что вы догадываетесь, какие были результаты. Сказали, что ей 40 лет, а мне 18 по крови. Просто это то, что ее включило на продукт. Ну а то, что включило ее на какие-то действия, вы уже слышали. Это в принципе событие. Это событие компании, я ее брал на все события. И я помню событие, когда Ира ее поглаживая по животику, когда она была беременна уже, а она ее вытянула на сцену. Ира, большое спасибо. Это, наверное, где-то первый такой маленький шаг Алены на сцену. Она стеснялась, не хотела, но она это сделала. Потом Наташа Бандурина приехала. Потом все мероприятия, ее привели сюда люди. Ребята, вы настолько классно, вы настолько можете притянуть любого человека, что вы даже себе не представляете. С Аленой именно это и произошло. Ее привели вот эти замечательные люди сюда, в этот бизнес. Вот. И это стало делом нашей жизни. Я просто четко понимаю, что то, что мы делаем, это то, что нас приведет к нашим целям. Вот реально приведет к нашим целям. Я не хочу возвращаться. Мне говорят, может быть, ресторан, который ты сдаешь в аренду, может, все-таки займешься. Я говорю: ребята, не дай бог. Просто не дай бог. Это полная деградация. Нас куда-то зовут какие-то суперпроекты, где можно очень быстро заработать много денег. Ребята, бесплатный сыр только в мышеловке бывает. Ну честно. Если кому-то что-то предлагали, если вы не видите, подойдите, как вот Казар говорит, к наставнику, который выше стоит и дальше видит. Он вам просто расскажет, что и как и почему. Но вот честно, есть опыт. Я, слава богу, живу уже 43 года, и из них 21 занимаюсь, ну, скажем, предпринимательской деятельностью. Есть понимание, откуда берутся деньги. И есть понимание, что такое стабильный рост. Вы можете заработать быстрых денег, но стабильности, ну поверьте, ребята, ну круче ничего просто в жизни придумать невозможно. Просто нереально что-то придумать. Это мой личный опыт. Честно вам говорю. Даже не пытайтесь испытывать судьбу. Если кто-то попытается, да идите попробуйте. Идите попробуйте, пожалуйста, не вопрос. Желающих попробовать много. Только вопрос, вы сможете вернуться, вы имя свое сможете вернуть? Вот то, что вы смогли сделать, вы потом удержите на себе. Вот мы решили, что для нас просто идеальной возможности нет.
а вы решайте для себя самостоятельно. Я думаю, если вы сюда приехали, то вас что-то волнует. Вы кого-то хотите увидеть, вы что-то хотите услышать. Поверьте, здесь будет столько сказано, столько сделано для вас, для того, чтобы вы выросли, что вы просто не представляете, как это может реально изменить вашу жизнь. Мы просто это услышали. И мы искренне желаем каждому из вас услышать то, что вас приведет к вашим целям. К вашим целям. И самое главное, чтобы вы это делали не в одиночку. Знаете, на чем строится этот бизнес? Две вещи. Это научиться делать промоушен и просто ездить на события. И желательно не самим, а с людьми. Все, больше ничего не надо. Здесь мозгов иметь много не нужно. Здесь все уже придумано. Есть велосипед, на который нужно сесть и поехать. Многие хотят создать что-то свое. Но я пытался создать. Да, я зарабатывал больше денег. Вопрос, где эти деньги сейчас? Но где они сейчас? Возьмите тихонечко, начните, сядьте на велосипед, крутите педали, и вы приедете туда, куда хотите. Но реально есть чем сравнить. Я сравнивал. Я общаюсь с людьми, которых сложно назвать сетевиками. Они себя хотят продать, но когда садишься один напротив друга разговаривать, но люди ничего не могут объяснить. Реально сделать ничего не могут. Я понимаю, что самые профессиональные люди здесь, в коралловом клубе. Вот я смотрю на Еругея. Ну кто есть круче, скажите? Где вы видели сетевиков круче? Вот Галя сидит, вот Наташа сидит. Вот сидит Алексей, Моисеенко ребята сидят. Вот, ну просто, я не буду всех называть, просто здесь сидят люди, но нету круче. Профессиональные люди вот здесь, в этой компании. Это мое мнение. Если кто-то сомневается, попробуйте. Просто попробуйте подойти и спросить, что они здесь делают. Что они здесь получили. Алена, есть у тебя какие-то еще мысли? Потому что ты скажешь, я тебе не дал слова. Спасибо, Сережа. Знаете, я могу вам сказать, что у меня два высших образования. Первое, я врач-реабилитолог. Профессия клевая, все замечательно, но реализации на каком-нибудь там, я помню, работала в больнице скорой помощи, совсем короткое время. И я поняла, что помощь людям – это круто, но за это, к сожалению, не платят. Потом я почему-то посчитала, что бухгалтера именно те люди, которые зарабатывают деньги. Они считают чьи-то деньги, и у них обязательно в карманах находятся деньги. Но ошиблась. И поняла, что только здесь я смогу реализоваться. И у меня здесь появилась куча свободного времени. Мы встаем тогда, когда хотим, не тогда, когда звонит будильник. Но моя мама почему-то постоянно хочет меня устроить работать в банк. Ей так это нравится. Вот. Я все говорю, мама, идем в наш банк. Вот. И мы первый раз вывезли на мероприятие. Теща лучшая, просто лучшая теща. Спасибо, мама, за дочку. И что вам хочу пожелать от чистого сердца, первое – это принять решение. И я уверена, что все ребята, которые находятся здесь, в зале, вы что-то сделали, за что вам просто отплатили такой монетой. Вам очень повезло. Мы не хотим отнимать все это время, но вот похлопайте, я думаю. Мне бы очень хотелось сказать, но у нас 20 секунд на то, чтобы обменяться любезностями. Вы знаете, мое сердце переполнено гордостью за то, что у нас есть такие партнеры. И мне очень приятно чувствовать себя сильной, но в круге вот таких потрясающих равных людей. У них есть самое главное качество, ребята, самое главное, чем бы вы ни занимались, это порядочность. Все остальное дело наживное. Если у вас здесь все хорошо, поверьте, все остальное будет. Поэтому это самое главное. Мы желаем, чтобы у каждого из вас были такие люди, как эта семья. Сергей и Алена Мата!
представить своих наставников. Я говорил только за Анатолия. И, ну, потому что с Анатолия началась моя жизнь в Коралловом клубе. А на самом деле Анатолий это всего-навсего это голова. Есть шея. Просто мощная шея, которая рулит всеми действиями. Просто вот наша украинская шея, да, это Наташа. Она просто делает такие вещи. Вы не представляете, насколько это сильный человек, несмотря на ее хрупкость, на ее рост. Вы понимаете, я аналитик. А Анатолий более такой, он живчик, он поехал, любой регион порвет. Он куда не приедет, он везде сделает. Нагадит где хотите, я вам говорю. Реально. А вот Наташа дома все это проконтролирует, обзвонит, расскажет, все цифры скажет, все четко. Но это просто нереально. И вы знаете, вот за что мы благодарны, в первую очередь, вот там спит мальчик, это крестные родители. Мы взяли, потому что благодаря этим ребятам у нас появился соленый ребенок. Ну, больше говорить не нужно. Это крестные, это родители нашего сына.